Если вы когда-нибудь пробовали волевым усилием преодолеть свою лень, то знаете, насколько это сложно. Когда пациенты говорят, что мне лень что-то сделать, вот я такой ленивый человек, то обычно это значит, что вот, что-то мне мешает достигать то, чего я хочу. Это могут быть какие-то объективные причины, это могут быть какие-то психические состояния, да. Ну вот мне лень, и, не могу, не получается что-то. Очень много вершин сейчас открыто людям, и у людей много желаний, у людей много возможностей, талантов и способностей, но почему-то люди не могут их применять, не получается как-то у них идти к цели, даже если она четко обрисована, и вот она есть все возможности, все условия, все, что хочешь, у тебя есть, но не получается по причине лени. Лень – это маленькое сиюминутное удовольствие для нашей психики. Потому что механизм лени – это сохранить энергию. И бывает лень как-то двигаться с места и что-то делать, потому что даже получая маленькое удовольствие от лени, человек, в принципе, может так жить. Но какого-то большого, всепоглощающего счастья у него не будет никогда. Отговорки могут быть самые разные. Смысл один – человек всегда объяснит сам себе, по какой причине он ленится. Есть такое понятие, как прокрастинация. Оно сейчас очень модное. Это синдром отложенных дел. То есть я сделаю это завтра. То есть я сделаю это завтра, тем самым завтра, которое не наступит никогда. И давай вот я план себе напишу завтра. Вот я сделаю это и то. Наступает завтра, человек сел за свой план по пунктам, да? Вот пункт первый, вот я его сделал. Пункт второй. А там еще так много пунктов, и, наверное, я сегодня не успею все, правда? А может быть, успею, что-то я делаю сегодня, и так вязну вот в этих деталях, что уже вечер, ночь, я ничего не успела опять. Можно сказать, что прокрастинацией называют лень, и дают ей такое красивое название, какой-то термин такой научный, вот мы уже оправдали себя полностью, что вот у меня прокрастинация, ой, у меня тоже прокрастинация, давай, вот у всех прокрастинация, можно сказать, что у всего общества. На самом деле, давайте честно скажем себе, что прокрастинация – это лень. Это такой камешек, о который мы спотыкаемся каждый день. И каждый день нас многократно стопорит эта лень, как желание сохранить энергию, сберечь свою психику как-то, не растратиться. Даже волевые люди скажут вам, что никакая воля в борьбе с ленью не помогает. Замотивировать себя невозможно. Сознательно с ленью сделать ничего нельзя. Психика, она всегда хочет получать для себя удовольствие. Даже если это неосознанно человеком. Не бывает так, что человек ничего не хочет. Человек всегда хочет чего-то. И вот это желание жить, желание получать удовольствие, это и есть человек. Когда он ленится, он получает маленькое удовольствие и довольствуется им, потому что больше ничего нет. Бывает, человек ленится не только физически, но и умственно, и даже, может быть, не хочет как-то даже разбираться, что такое со мной, почему меня тянет на какие-то там примитивные вещи. Причем это могут быть успешные, красивые, здоровые люди. Бывает, что даже относительный успех по меркам большинства не так уж их и радует, потому что потенциал может быть намного больше. Но оставаясь нереализованным, этот потенциал, он угасает и приносит человеку ощущение, что чего-то мне не хватает еще в жизни. В психоанализе есть термины либидо и мартидо. Либидо – это стремление к жизни, мартидо – это стремление к статичному состоянию. То есть либидо – это желание жить, желание получать для себя удовольствие, вбирать в себя эту жизнь. И мартидо – это желание к статике, к лени. Я думаю, что все замечали, что у детей, в них просто горит огонь энергии жизни, у них либидо очень много. С возрастом у людей, где-то с 30 лет, мартидо, оно нарастает, и уже где-то после 30-35, человек может быть очень ленивым стать, хотя он таким и не был никогда. И, может быть, кто-то говорит, что, у меня такая черта характера, да, я вот такой ленивый. На самом деле нет. Все дело именно в балансе, в количестве вот этой энергии. И на самом деле хорошая новость в том, что либидо можно разжечь в себе. Психика устроена по принципу наслаждения. Это значит, что
всегда психика выберет себе тот путь, на котором она получит для себя это удовольствие. Единственный способ справиться с ленью – это научиться получать большее удовольствие, чем вы получаете от этой лени. Я всегда рекомендую психоанализ, потому что лень – это часть нашей психики. Психоанализ раскрывает эту психику и показывает человеку, что вообще, ну еще кроме этой лени злочастной, в нем есть. В своей практике я вижу, что только психоанализ Юрия Бурлана дает результаты. Это не просто набор знаний, это именно тренинг. Там, где человек учится и приобретает навык жить свою жизнь дальше уже более здоровым способом, более счастливым, более реализованным. То есть это практические навыки. Системная векторная психология показывает все грани человеческой психики, и любой человек может отыскать там себя, свою проблему и решить ее самостоятельно. В течение жизни человек реализует свои свойства, свои способности. И если по каким-то причинам он этого не может сделать, то есть, например, были какие-то неудачные попытки, да, плохой опыт у человека, он решил, что ну хватит с меня уже. Либо же, может быть, он в детстве не получил навыка реализации тех свойств, которые у него есть, и он даже не имеет понятия, как мне, что мне делать, чтобы реализовать себя. Либо же какие-то психотравмы были, которые мешают человеку. Бывают такие психотравмы, которые не оставляют вообще даже шанса какого-то на реализацию, к сожалению, такое тоже бывает. И человек, который не реализован по разным причинам, он будет лениться. Вот вы хоть что можете с ним делать, и он с собой тоже может делать все что угодно, но ничего с ленью поделать не сможет. Системно-векторная психология Юрия Бурлана раскрывает механизмы работы психики, определяет ее структуру, дает точное определение вот этим состояниям психики, то есть помогает отследить причинно-следственные связи в своем бессознательном и увидеть, по каким причинам вообще человек ведет себя так или иначе, в том числе и ленится. Путем психоанализа приходит понимание и раскрытие своей психики, на что я вообще способен, какие у меня есть способности, чтобы быть счастливым. И когда человек знает, как ему жить счастливо, как ему быть счастливым, какими действиями конкретными, он делает это, и у лени просто нет никаких шансов, потому что у него энергия сразу вот так вот увеличивается, лень куда-то отваливается, все, человек живет нормально. Когда у него получается чувственно вот ощутить вот эту радость от реализации, то уже он испытывает ощущение удовольствия от действий. Только тогда он может на отличиях увидеть это, что да, я могу делать это, и я получу еще больше удовольствия, которое будет перекрывать собой это маленькое несчастное примитивное удовольствие лени. Своим пациентам я всегда рекомендую проходить тренинг системно-векторной психологии Юрия Бурлана, потому что там они находят ответы на свои вопросы и больше уже не приходят за помощью. Юрий Бурлан – это человек, который сейчас делает с психоанализом то, что в свое время делал Фрейд, то, что в свое время делал Крепелин, Ганушкин и Гелеровский с психиатрией. То есть это качественно новый прорыв, современный, очень нужный и необходимый просто всем.